Здравствуйте, дорогие друзья! Томаты – одна из самых любимых культур огородников, но даже бывалые огородники сталкиваются с такой проблемой, как вершинная гниль помидор. В основном это происходит из-за нехватки кальция растению. Есть сорта томатов, которые не подвержены этой напасти, на которых вершинная гниль не проявляется, даже если томаты вовремя не подкормить подкормкой на основе кальция. Но есть томаты очень восприимчивые к недостатку кальция. Замечено, что к их числу относится сорт Казанова, хотя сорт в остальном неплохой. Решается проблема вершинной гнили помидор очень просто. Следует подкормить томаты удобрением на основе кальция. У меня есть видео, где я предлагаю провести профилактику и лечение вершинной гнили помидор аптечным препаратом хлорид кальция. И могу уверенно сказать, что это действительно действующая подкормка, с помощью которой решается проблема с вершинной гнилью буквально за одно опрыскивание. Но, как оказалось, много противников использования хлорида кальция и необоснованно отвергают этот метод обработки томатов. Хоть у меня в этом году и нет на томатах вершинной гнили, но я хочу вернуться к этой проблеме, и сегодня хочу представить вашему вниманию отличное минеральное удобрение селитра кальциевая. Это удобрение также эффективно устраняет проявление вершинной гнили на плодах томатов. Раствором кальциевой селитры можно опрыскивать растения по листу. Для этого следует развести селитру из расчета 2 грамма удобрения на 1 литр воды. Для приготовления 5 литров раствора беру 2 чайные ложки удобрения, что составляет 10 грамм кальциевой селитры, и развожу в небольшом количестве воды. После полного растворения гранул выливаю содержимое в опрыскиватель. Затем в опрыскиватель наливаю 5 литров воды. Опрыскивание произвожу рано утром или вечернее время, когда солнце уже садится и не так активно. Делаем это для того, чтобы растение не получило солнечных ожогов листьев. Опрыскивание можно проводить также и в пасмурный день. Также кальциевой селитрой можно подкормить томаты, полив их под корень. Для этого берем 4 чайные ложки или 1 столовую с небольшой горкой кальциевой селитры, что составит 20 грамм, и разводим в 10 литрах воды. Вода должна быть отстойная. Поливаем томаты под корень, обязательно по влажной земле, из расчета 2 литра под каждое растение. Лично мы не используем в пищу томаты с вершинной гнилью, поэтому все пораженные плоды я убираю с растения. Просто не вижу смысла держать их на кусте томата. И еще есть одна причина снять эти плоды с растения, так как на пораженные помидоры вершинной гнилью иногда поселяются вторичные патогены, чаще бактерии, которые вызывают уже мокнущую гниль. В следующем видео расскажу вам еще об одном средстве, после использования которого вы забудете о вершинной гнили. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Кому видео было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Желаю вам здоровья и отличного урожая. До новых встреч!